подопечными. Поднимите руки, кто уже знаком с подопечными. Не со всеми, да. Ну вот представьте, что будет 5 человек. Мы сейчас объединимся в 2 группы, 5 и 5, и каждая группа подготовит свой план встречи вместе, впятером. Что у нас есть? Давайте. А потом его проиграет. То есть симулировать вот эту встречу. Вам нужно проработать план встречи. Записываем себе задание. Давайте. План встречи. Вам нужно проработать план встречи, первое. Где-то на 15 минут. Вы должны проиграть кусочек только. На 15 минут. Второе. Вы должны будете использовать некоторые секреты фасилитации уже. Да? Мы сейчас проговорим, что должно быть на этой встрече. Третье. Мы должны помнить, что эта встреча установочная, и мы должны вспомнить ТИЧ. Мы с вами берем только 2 раздела, 2 рубрики ТИЧ. Это культура урока и благоприятная среда обучения. Только это, на этом сосредоточимся. И подготовить волонтеров. Часть будет аудиторией. Значит, допустим, вот группа из 5 человек, они готовят своего волонтера, который проводит сессию, остальные выступают в роли менти, да, в роли учителей, которые будут задавать вопросы и прочее, прочее. Понятно? Значит, сейчас нам нужно поговорить о том, какова задача, какова цель первой сессии. Первой встречи. Ага. Так, слушаем внимательно, Разбег. Это знакомство, пишем себе. Что еще там должно быть? Самая первая встреча. Знакомство. После этого, как мы получили видеоурок? Нет, еще нет никаких видеоуроков. Вот вы в онлайн встречаетесь со своей группой. Первый раз. А неофициальная встреча, которую мы... Почему не официальная? Нет, не считается. Самая первая встреча. Прибытие, знакомство. Знакомство раз. Siz деген сабағыңыз баштала элек, сиз жаңы просто биз ушул проектке кирдик. Биз эми таанышып алалы, мындан дальше биз силер менен иштешебиз. Ошол жөнүндө. Вы встретились, вы подъехали к той части, где у вас нужно общение сделать. Потом мы должны поговорить с учителем, получить его разрешение на зайти на урок. Нет. Да, Вы что, сразу кинетесь на урок? Вы еще не познакомились с ними? После знакомства. После знакомства. Сразу на урок? Нет, первая встреча с 5 вашими или там 6 учителями. Самая первая, скажем так, установочная. онлайн-зум, установочный, да? Стоп. Первая встреча, цель встречи какая? Первая встреча. Ознакомление. И все? И все? Спросить. Информацию. Услышать о проекте. Как они там Как работают, как дела у них там, типа вот так. Так, еще первая встреча версий. какая? А ну-ка просмотрите, пожалуйста, что мы делали с вами, какие у нас были сессии. Посмотрите, пожалуйста, может быть, это подскажет вам. Мы должны посмотреть на то, что мы здесь делали, да? Вспомните, что мы здесь делали. Сегодня? Да. Что мы здесь делали? Упражнения делали. Первое. Анкету заполняли? Анкету заполняли, еще что мы делали? Нет, мы полностью ознакомливались С Программой. тренингом с нашим, да. Еще что мы делали? Что мы будем делать сегодня? Да, что Цели. мы делать будем сегодня? Ставили задачи. Цели ставили. Цели ставили. Задачи и еще ожидаемые результаты, согласовывали цели. Цели. Мгм. А то вы хотите прийти со своей целью? Надо общие цели. Конечно, согласовать. Цели, Мгм. задачи. Так, ожидаемые результаты от этой встречи. Знакомство написали уже, да? Что еще? А наша тема какая будет?
истичь, я уже сказала. Благоприятная Среда и Культура урока. Культура урока. Культура урока. Вот мы с вами должны будем согласовать цели по этим двум моментам. Да? Хорошо. Какой тогда план? Что мы там будем делать? Момент главы, момент главы. Мы будем работать. Хорошо. Все. Таким образом, тогда вот эти 5 сюда, сядьте так, чтобы удобно было, не через стол. Да. Ну так через стол, я не знаю, ребята. И 5 туда. 5. У нас должно получиться 2 плана. Да, обучение. 2 плана. Первый. И мы тогда симулируем встречу. Как мы будем работать? Хорошо? План. Подождите. Что вам нужно будет? Скажите, пожалуйста. У вас впереди симуляция, то есть вы должны будете показать, как вы будете говорить с ними. Ментора. И прям сразу кидаться выбрать ментора? Нет, сейчас. А что вам еще? А потом вы будете симуляцию делать, то есть роль свою выполнять. Что нам нужно будет еще, как думаете? Инструменты, Какие? которые мы только что изучали вместе. А еще что нам нужно будет? И ТИЧ, конечно, план. Птич нам нужно будет еще. План нашей встречи, чтобы мы записывали каждую наши шаги, которые мы даже слова надо описать, конкретизировать все это момент. Так. И еще что нужно будет, а когда вы будете здесь презентовать? Критерии оценки мини-сессии. Поэтому я вам дам эти критерии, исходя из того, что мы уже проработали, чтобы вы имели в виду, что там должно у вас быть. Культура урока или в классе? Культура чего там была? Культура. Урока в классе, да? Вот это все будет потом. Это первая мини-сессия 1. Вы пока не определяетесь, давайте. Критерии оценки мини-сессия 1. Посмотрите, пожалуйста. Передавайте. Ну, у вас процесс двусторонний, да? Процесс. У вас там же будут и учителя, и вы будете. Мы подготовили для вас, народ, еще маленькое руководство для учителей, которые будут в проекте с ментором работать. Посмотрите, пожалуйста, и тогда вы должны будете определить, как ведут себя учителя. Вот эти 2 ресурса сейчас. Вы, пожалуйста, их изучите. Первый ресурс, давайте сначала руководство для учителя, который будет с ментором работать. Мы немножечко о нем поговорим. 5 минут, пожалуйста, прочитайте и подумайте, что вы включите в план. Может быть, это будет подсказка для вашего плана. Земле більше згорів туди, конечно. Ну, Руководство більше згорів, чтобы они сами подготовились. Была академия платы, Гулюмус вообще это локомотив паровоз пустого класса. Весь емедесек дисканалиса платы. Турец, да? Так, коллеги, посмотрите, пожалуйста, что из руководства для работы учителя, что нужно будет для первой сессии, а что все-таки уже для второй, когда вы урок посмотрите. Выберите отсюда только то, что для первой сессии, установочной, вводной сессии. Ну, действительно,
Значит, у вас уже подсказка, что ментор будет спрашивать, какие цели у учителя, когда он проводит уроки. Вам это нужно для первой встречи? Еще занятий никаких вы не посмотрели. Можете задать себе, как он ставит цели, да? Как он работает с учениками дальше. Welcome. Почитайте руководство для учителя. Четыре человека будут учителя. Один будет. Нет, вот ментор. Вы прочитали? Прочитали? Вы прочитали уже? Да. Вы когда готовите вопрос? Кундус, вы прочитали? Что-то тут двоякое мнение написано, да, по-моему? Где? Вы должны понравиться ментору, потом не стоит бояться ментора. Что вы скажете вы? Это как? Его начальником. Как учитель. Как Прочитайте название руководства, это не для ментора. Да, я поняла. Нет, просто здесь говорится, вы должны понравиться ментору, Да. а потом не стоит бояться ментора и считать его начальником. А что здесь противоречивого? С одной стороны, здесь как бы обязанность говорится, что вы должны понравиться ментору. дерево. Представьте, А с другой стороны, написано, не стоит бояться. Никто вас не обязывает, мы говорили о правах, не нравьтесь, пожалуйста, наоборот. Кто вас возненавидит? дерево есть что? Ветки, Корни, еще листья, плоды, может быть. А вы можете что вот вы мне Так, стоп, коллеги, поднимите руки, кто прочитал руководство для учителя. Ну, один раз так прочли, а потом... Хорошо, пожалуйста, что вы отсюда можете взять для первой встречи, как менторы и как учителя? Потому что вы и группа будет выполнять и то, и другое. Один будет ментор, остальные учителя. Что отсюда взять вы можете? Вопросы вот эти вот. Что вы скажете подопечным, когда он спросит о нашей цели? Ну, Нет, как обычно, а ментору. а как вы эти вопросы возьмете? Каким образом? Как учитель мы должны Как сами учитель, сначала да? анализ сделать. Как учитель, да? Вы Да нету еще урока, вы только знакомитесь. Просто знакомство. Мы не идем на уроки, мы друг с другом знакомимся. И первое установочное, что там вы будете делать? Иду, проверяю, думаю. Bunda işte yapayım da modu Так, пожалуйста. тяжело. Пожалуйста. Тяжело, я знаю, тяжело. Пожалуйста, что на первой встрече вы будете о чем говорить? Вы же не записали. Цели, задачи, обсуждать. Я хочу узнать, Это проект? Нет. Ну, расскажите, пожалуйста, план напишите, что цели задачи. Это не план. на первой встрече я познакомлюсь с ней. Да. Прям дословно. Конечно, кусок на 15 минут. А хочу узнать, сколько знакомств для знакомства произойти, вот что-то там. Вот. Как бы диалог. Ну, Да, вы задаете вопросы на Это большая проблема. Подожди, пока. Представиться первой. Почему она, если у вас 5 Сначала человек? мы с группой? представляемся. Значит,
С группой, с группой. Если вы встретитесь с общей группой, то Да. вы должны узнать, там, сколько лет она проработала, Да. сколько у нее часов, как Почему у набрать. нее? У них. У вас все 15 минут пройдут, и все это будет Ну сколько должны для времени? группы? 15 минут. Да? Нет, ну мы цель же. К чему вообще вы в этом? К чему вы все вписали вообще в эту песню? Ну, коротко, чтобы они о себе рассказали. Вот, ну напишите все это плавно. Первое. Знакомство. Что пойдет в знакомство? Теперь нужно раскрывать. Сначала ментор, да? Первый ментор. Да, ментор, он сам Сначала мы сами да, мы сами представимся. говорим, представление. Представление себя. Как она Можно есть, своего да. опыта тоже, да? Если вы будете... Да, рассказать о себе. Да, кратко. Предысторию. Провести вот это Историю. Да. Мы с вами как знакомились? Ну, если он писатель, Как мы знакомились? Кем мы работаем? Нет, я так не спрашиваю. я хочу сюда Вот что-то такое. Да, да, Еще да. дальше пошли. Дальше как учителя должны себя представить. Все про Учителя, да, Вот да, Ну, я может быть, не сказала, конкретно, это первая да, встреча. учительница, Например, еще про Первая да. встреча. Еще что вы будете? Каждый представляет Мама, да. по-своему, да? Да. Нет, ну каждый по-своему, знаете, сейчас Ну, начнет. примерно, читать. да. Нет, не примерно сейчас нужно сделать, чтобы потом вы сыграли это Да, мы так. говорим, что по имени ее, и я, например, не показал пример. Ну мало ли сам- у кого какие ассоциации. Ну, Да, Каждый немножко кратко рассказал, я там. Какой-то Привет, опыт привет. работы, еще что-то там, да? Пошли дальше. Третье, что будет? Вот у нас стикеры. Ожидаемые Цель. Цель, наша цель какая, да. Вообще наша цель в проекте. Как вы думаете, Общую цель, да? Главную. Почему озвучить? Вы сами для них придумаете Все цель? что угодно. Нет, ее Как возьмем. они ассоциации? Общее. Например, Не общее, а Как это будет? Птичь цель Птичь идет. нужно связать. Как вы читать будете? книги, вот так, да, читать книги, там, кура-кура, тилеча. Цель как вы будете? Сначала тему надо сказать, да? Вокруг чего вы будете? Что такое Да. птичья группа? Да. Только картинку показывать. Рассказать про птичь, потом цель, что ли? Не знаю. Сначала раскрыть немножко тему. Да. Так, все. Все, давайте. Тему. И казалось, что это просто Это музыка. Ну что, проект менять. Тему. Элементов. Зачем мы собрались сюда? Для какой цели? Пока ничего Для не какой рассказала. цели? О, это, Она- по-моему, а, есть цель наша. Она дает, она нужна время, птичь И будет вот именно. можно там какие-то Она имеет такие цель, таблицы чтобы, задать. да, Пять. чтобы они Ну, не даже боялись, то, что да, мы приедем, будем ну, проверять да, тяп-ляп, информацию. чтобы они как бы Что доброжелательно они жили. делают? Күнделші Что? Да. Чангелиев, Это надо. Я дам билет. Всего 15 минут. Ну, да, Можно запаковывать? там 4 Даже, есть. да? Может быть, везде горсет. Вот поэтому надо это тоже устроить. Чтобы он туда приехал. Тем более, все Любое. Общие, да, мы хотим посмотреть именно урок сколько лет преподают? Надо выяснить Ментор сразу элементы. Какие программы они знают, какие программы они работают. Может, батюшка, да, мы хотим посмотреть. Что их интересует больше всего, что им нравится, Наши занятия. Языки программирования тоже. Вот, поэтому нужно их развить по-другому. А что Именно по языке программирования вас Вообще, всем больше всего нравится. Çıkacağız pahasına. Да, Gece yemek. конечно, даже не тесты они пишут. Oldu da şöyle. Uçak А вообще жалпы коллектив. своей профессии. Я сам теперь да? Да, цели. То на маршрут все Четвертое. закончится. Оговорили цели, Что вы хотите? поставили задачи, да?
Значит, сайт Каражанда, меня там сейчас ментором поймали, өзгөрдү жасасыңар. Бар элементом просто ролик. А так мы сейчас каждый свою. и потом, что считают главным в своей профессии, они отрицают как-то другие сферы, подчеркивают ниже. И тогда вот то, что они считают нужным в своей профессии, мы уже будем знать. Писать в течение одной минуты. Писать. А вот эта таблица мы уже Ну, когда вы что-то творите, от чего-то стоит и отказаться. Все, как вы будете знакомиться, да? Все, 15. Общий, все 15. Он бешеный включили, мы должны статью Муалима подать. Так. Какой ожидаемый результат вы хотите от них от этой встречи? Мы должны получить у них согласие. Или не надо получать брачное согласие. Вы ее ждите, все. Просто они тогда должны дать обратную связь, что они поняли. А у вас будет расписание? Выделить. И они будут знать, что Они вы расписание, и они им Нет, пришлют нет, нет, расписание. Настя будет со Самое стороны. главное, У Насти есть расписание. Они и им отправят, и Да, нам расписание отправят, да. Контролировать это все везде ясно. Ирина Анатольевна Мальчева расписание, это именно перевод, да, Они же это допишут. И вот они, например, профессионализм, ведение уроков, да? Я об этом мы ставим цель. Я в этом Что вы уже знаете? Вот примерно Вот это неделю. Давайте ожидаем результат, потом обратная связь. Ну так вы опять говорите общий план, вы конкретно со своими учителями, про что будете говорить, как вы будете говорить, какие вопросы зададите. Вы как будете с ними знакомиться? Вы написали знакомство, я не знаю, как вы А здесь будете мы знакомиться. ставим цель на этой встрече. расскажут о себе. И вот Потом они слышим, как они там про себя рассказывают. Они Но мне не вами говорили. Мы с вами договаривались, для того, чтобы это было эффективно, самое нужно главное, правильно задать вопрос. профессиональный. Какой вопрос на знакомство вы зададите? Что вы им предложите, в какой форме они должны будут представить? Вот у нас была вот такая форма быстрая. А вы им как предложите? Если это онлайн, то через игру уже не получится. Да, нужно это попросить учителей коротко себя. Я так Коротко это сколько? Наши В двух словах. учителя В двух словах. В двух словах о себе. Я не каждый. в двух словах как? Разные варианты. В какой школе они работают? Как это будет? Да. А Фамилия, то вы не знаете, вам нужно это в какой школе? Что это про них скажет? Я вот вам сейчас Может, уточню. характеристику, имя и характеристику. Да. Мы сделали. Просто свое имя и там Или себя. два предложения, не два слова. Чего Я вы там? красивая, успешная. Или составить про себя, да? Ой, там Мы да. тут сидели, Да, да, и вот девчонки уже придумали, как они будут знакомиться. Так, дальше, после этого, что следующее? У них Рассказать о проекте. Какой вопрос и какой планчик вы им, чтобы они сделали? Зачем вам этот проект? Давайте уже дальше пойдем. Ваша задача, что... Улучшение качества знаний. Вот от этого Ну, что? Именно наша информация. Ну, в каких целях мы с вами встречаемся? дальше пошла цель. Вот как вы цель будете доносить, как вы организовывать будете беседу о Теперь цели. наша цель Это ваша цель. Она им нужна? Как вы будете? Им свою цель предложите? Или вы спросите, как? Какие вопросы у них есть, затруднения? Не
скажут Это нет. связано с... Вы думаете, прям Не, прекрасно? они скажут, а у нас все, мои родители скажут, что у них Нет, компьютеры. Нам это надо? Нет. Мы исходим из этого. Поэтому как задать вопрос о цели? Давайте поставим цель. Нет, вы не будете ставить цель. Вам нужно у них спросить. А они там это, потом напишут. Нет. У вас тема, скажите, мы должны с вами. Да, наша первая, вообще наша работа будет по улучшению среды обучения и повышению культуры опыта, да? Вот. И тогда как мы с вами сформулируем цель? Какая цель вообще наших встреч? Я не знаю, как вы там скажете. Или пока тему не говорить, а просто познакомиться и сформулировать цель. Вообще цели работы ментора и менти, и подопечного. Какие вопросы вы зададите? Он спросит о цели встречи, о цели работы, общая цель, да? О цели. А как мы ее будем достигать? Вот как вы думаете, какая цель у нас с вами, наших встреч будет или прочее? Что мы должны сделать с вами? Да? Можно сейчас? Говорить, да? Конечно. Заговорить, а потом задать вопрос. Мы к вам приедем, да? Пока не надо говорить, вы уже знакомитесь. Не надо на будущее, конкретно. Вот они к вам пришли. Вы же хотите узнать про них побольше. Что вы хотите узнать? Сколько им лет или что вы хотите про них? Да. Зачем? И что это вам дает? Вы же должны договориться с ним. Так, все, мозги у нас засунули. Заснули уже. Давайте. Тут вот вовсю. Молодые. Энергичные. Не, у нас тоже порох отстреляйте на этот раз. Вот писаться договоренность. Подумайте, где как вы будете фиксировать итоги встречи в онлайн плане. Да ладно, обдумал. Быстро вы будете фиксировать итоги. Вот еще критерии. Когда вы демонстрируете себя, Мы сейчас планируем нашу встречу и сам урок. Встречу. Beş aydan çoğundan Я рассказала про себя, они готовили видео видишь, слушать активно, про видео. Она мне рассказала про себя. Она попросила представить, вот теперь ты в какой вы школе работаете, кем вы работаете. И как мы можем... Ну да, да? А потом рассказала вкратце, да? Это тич такая рубрика, это такая рубрика тич, которая наблюдает за вашим и делает цели, следует это не то, что вы там это, мы пойдем по это символное изучать, как вы продолжите и выявлять ваши лучшие стороны, ваши лучшие стороны, и развивать. А ты идешь дать полевой? Пишите все, кто будет вести. Негативten anlayalım. Что негатив не был. Чектерде шашпай айталды. Народ, вы сразу тич будете говорить или не будете? Не надо, Вот надо говорить или не надо? надо, Вы сами решаете. надо. У нас есть Потому что какая-то отсюда рубрика для будет цель. наблюдения. Вот это вот все время ошибка. Есть инструмент тич
в котором там рубрикация есть. Инструмент. Потому что рубрика в русском языке совершенно другое значение. Инструмент Teach, который наблюдает за уроком информатики. Помогает, да? Помогает нам Он не за, вообще за урок. Да, там Да, есть да. там- И выявляет Свидетельство предпосылки, осмотра можно сказать, да? Все, без меня ты не будем. Лучше сказать. Качество преподавания. Мне нужен дома. Это диалектать. Идет, да, общее собрание обладателя. Сегодня была WhatsApp почему а армия готовится. Хотели бы узнать. Давайте сегодня поставим. Кутайс просто была диалог. То, что мы вам сейчас все объясняем, рассказываем, и это точно так же вы должны знать, даже если ваши учителя. Мне нужен тюлень, а более чтобы могли представить. Весь момент подопечный понимаете. Среда, Как вы думаете, что можно? Юнга чисто там все Так, прям четко пишите план, подробно. Кто пишет у вас? Кто вас пишет? Надо всем писать. Все пишите. Да. Так, задает конструктивные вопросы, голос, тон, взгляд, образовательный. Возникает впечатление в обсуждении, фиксирует принятые решения. Отвечает положительно. Задает конструктивные вопросы, отвечает положительно в сторону урока. Какого? Сейчас я буду вас стрячь. Где мое дерево? Пойду погрызу. У нас есть здесь, А каким способом ответил? Что бездарительно өткөндөн кийин чогун дейин эмнеге келиш керек да вывод. Да, давайте вот эти цели, задачи поставим, ошого аракет кылып жетели деш керек. Биз менен а цели она уже должна ментор, я должен сам шаблон целей приготовить и их к этому склонить. Мен өзүмдүн эмемчи культурно следующий год подать, следующий окшоштуруп эле, давайте просто цель обозначим. Договориться, какая встреча. Да, сначала булардан сурайт. Анан булардын ойлорун биздики даярдап Нужно договориться, потому что нужно узнать, как его удобно будет. Онлайн, а что онлайн, конечно, проще, офлайн. просто они по-другому звучат. Билет, мақсат билет, цель от нас. Просто арганда ойлорун жетешти. Какая мы пунктар, здесь мы, здесь Карсетіңіз бар ма? Карсетіңіз бар. Идет запись. Запись идет, который будет отправлен куратором. Пожалуйста, примите участие. Может, нам прям где-то начать. Онлайн встречи. Сейчас мы выйдем.
Ту возьмем. О, давайте ту столу на так и Поподробнее, чтобы ментор был Наш мозг полностью теперь Вы уже выдали волонтера? включается, работает, Зельнура, можно вас на минутку? Нет, позже. Все, что ожидаемый результат. Но бүгүнкү сессиядан кийин силер мени күтөсүңөрдө кратко бир эки сүйлөө менен айтып бердим. Ошону общение кылып туруп бир цель чыгарып кыска. Мен биз ушунун үстүнө иштейбиз. Что сегодня в результате должно у нас быть? Договориться, Общую тему. мы должны договориться о чем-то. Или мы должны поучиться чему-то. Чего? Мы должны договориться. И все же вам дать ключа, чтобы вы там написали для всех. Потом вы его заведете. Обязательно? Не надо. Не надо. Хорошо. Договориться и зафиксировать. Хорошо. Перед тем, Зафиксировать. Одну общую тему, одну-две, максимум 2 темы. И все, и договориться о том, что да, что без Мунайталска мы должны снять видеоматериал ваших уроков и дать вам обратную связь. Это такое решение. На первой встрече? на первой встрече нельзя. Не путайте. Это потом разговаривать. Смотрите, Нет, просто знакомство будет. знакомство и Цель проекта. да, проговорить о целях, проговорить и о чем-то договориться. О чем? О сотрудничестве как-то И договориться. все, о сотрудничестве. Да. И зафиксировать. Что они запишут, чем можно говорить, что они запишут, что скажет ментор сейчас, какие вопросы задаст, какие вы вопросы будете задавать им. Какие будет задавать вопросы группы? Кто будет волонтером, кто ментором будет? Ой, меня там это... Сейчас мы придумаем. Вопросы? Так, у вас 10 минут и завершаем план. Ага. По плану. И что будут делать группа? Какие группы задают вопросы? Ментора? Так, тогда мне нужна челка буквально на полминуты. Так, а вас как будет ментор? А вас вот, да? А вы будете подыгрывать, вы будете задавать вопросы. Что дерево, нас ожидает. Вообще, да, первый день. Мечтал бы То есть создаем ситуацию реальности. Так, народ, у вас 7 минут. Принимайте решение, как вы скажете, что вы скажете, как вы будете говорить и как вы будете себя вести. Давайте. Первая встреча, да, я и люди. Ну-ка, расскажите про себя. Напишите о себе где-нибудь. Не останавливайтесь, например. Вниз. критическое мышление. Да. Там. Как это? Почему означает ваше слово? Кто его дал? Да,
Не останавливаясь, нужно писать. Ошибай кылса, статистика очень хорошо, потому что была уже автоматически идет психологическое подключение, была бизнес-юридическая прописка. Так, коллеги, первая группа, вторая группа. Не забудьте, у нас кодекс ментора есть. Кодекс ментора, чтобы вы не забыли все, что вы здесь. Все правила и все нормы. Кодекс ментора. Не забудьте правила и нормы ментора. Давайте. Я вообще, вы же видели мой результат, я вообще не создатель вопросов. У меня вообще без вопросов вся жизнь. Без лишних вопросов. Без лишних, да? Так, 5 минут осталось. Готовитесь? Уже готовы? Мен de это вечный birinci диалог болсын. Совсем башка болды. Вообще башкача болды. Жооптор да башкача болды. И на ходу пришлось сочинять. Восприятиясын Еще записывать надо. рекомендация, birinci рекомендацияны айтып баштадым. Значит, вам не понравился, да, деп уже мынтип баштадым. Сразу башкача болуп кетти. Ушундай болуп кетет. Хотим этого, не хотим, все равно мы сейчас Да. сделаем. Включаться. Где ваши вопросы? Вы же всегда будете много вопросов. Так, Авазбек, вы помните, что у нас есть кодекс ментора, правила и нормы? А? Что с ним делать? Использовать в реализации вашего плана. А где наш... Вот. А у вас где-то сидят трулентус? Все, работаем. Между прочим, идет запись. Да, вот уже видите, запись идет. Вот и вы должны работать, составлять план. Готовы? Готовы? Почти что. Так, договоритесь, может быть, кто-то из участников, кто-то из, из менти, из учителей, как вы будете себя вести, какие вы вопросы зададите, подумайте теперь, подумайте, и чтобы Авазбек готовился к этому. Қашып жарату деген бар да, мен ошондай кандай гана эмне жаратуу А все уже поздно. Жоқ, Авазбек, сіз мынтип айтасыз да, ваших интересов, вашей школе, это ваши интересы вашей школы. Если вы будете участвовать в этом проекте, в конце этого проекта вы все равно получите нет, знания. Во-первых, знания получите, во-вторых, сертификат, ваша школа получит это, компьютеры. Нет. Это долгосрочный билет. Вот, вот позитивные энергии. Жоқ, мынаны қараңыз. Онлайн үйренуге мектеп арнайы бөлінбейді. Нет, нужно сказать так, что это... Ну, хорошо, нормально. Так, завершайте. Вы готовы уже? Вторая группа? Вторая группа готова презентовать? После первой Импровизировать. Хорошо, первая вы пойдете туда? Нет, пускай это. Молодежь. Конечно. Молодежь. А что, вы не молодые, хотите сказать? Вы первые, Молодые. а вы всегда первые. Коллеги, пока эта группа готовится, они будут представлять вот такой комплект. Это будут Дильнура. Это будут учителя и будет ментор, который ведет. Откройте, пожалуйста, критерии оценки мини-сессии 1. Критерии оценки мини-сессии 1.
И когда вы будете слушать эту сессию, пожалуйста, поставьте галочку в соответствующей колоночке. Давайте прочитаем, что у нас тут есть. Кто прочитает? Дельнура, прочитайте, пожалуйста. Определяется учителем цели и ожидаемые результаты со встречи. Да, если этого не было, ставим в нуле, да. Если это частично, ставим тоже здесь, да. И полностью соответствует 2. Пошли дальше, Дельнура. Слушает активно. Мы уже знаем, да, переспрашивает, повторяет там и так Задает далее. конструктивные вопросы. Ага, примерно знаем тоже, да? Дальше. Голос, тон, взгляд доброжелательный. Дальше. Вовлекает в обсуждение. Ага. Фиксирует принятые решения. Ага, хорошо. Кавзея, я же должна сейчас подготовить человека. Дельнура, можно вас? Так, настраиваемся. Вы поняли? Значит, они все участвуют, они ничего не оценивают, оцениваете вы. И мы пока не обсуждаем. Потом вы выступаете, оценивают они, и мы разговариваем. Так идет съемка. Пошли. А чего меня не привыкли? Я такая высокая. Так. Да. Еще как оказалось. Мы тоже забыли. Все, поехали. Начинаем. Все, вперед, слушаем внимательно. Все, что план? Все, поехали. Все с самого начала, да? Ага. Здравствуйте, уважаемые мои коллеги. Очень рада с вами встретиться и познакомиться, и готова с вами к дальнейшему сотрудничеству. И вам уже озвучивали то, что вы стали участниками проекта, да? Вы приблизительно знаете, в каких целях мы сейчас на данный момент организовали нашу встречу. Мы будем участвовать в проекте по менторству. И я бы хотела бы спросить у вас, какие у вас цели есть или что вы ожидаете от нашего проекта, в котором мы с вами будем участвовать? А что такое Как вы, ментор? да, конечно. Ментор – это наставник. Ну, слово наставник вам, наверное, более понятно, да? То, что вот на данный момент, пока я еще обучаюсь сама, но я такой же учитель, как и вы, то есть меня тоже выбрали как ментора, то есть сначала меня будут обучать, и то, что я получу, буду обучать вас. То есть, точно так же я такой же чайник в этом плане. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я всегда готова вам ответить. Слушаю Это вас. значит, мы будем наставниками у детей или у учителей? Пока на данный момент вы будете моими подопечными. Нет, а вы когда вы пройдете? Когда вы пройдете обучение, это дальше будет распространяться, то есть мы углубленно, то есть этот проект очень долгосрочный. Получается, мы тоже станем наставниками? Да, да, и вы обязательно в конце этого проекта получите сертификаты о прохождении этого курса. Какие у вас ожидания? Что вы думаете, чему мы будем учиться? Имейте в виду, что это менторы, то есть наставники. Ну, наверное, Почему выбрали именно нас, информатика? Почему не английский? Это выбрало Министерство образования. На этот вопрос я пока не могу вам ответить, но так как нас выбрали, я думаю, что нам повезло, да, и будем получать новые знания, навыки, умения и будем практиковать их в процессе нашей профессии. Что вы ожидаете от нашего проекта? То есть, что вы думаете, что мы будем изучать, чему мы будем учиться с вами, какие у вас цели на этот проект? Так как это связано с информатикой, я думаю, это связано с компьютерами. Я тоже думаю, что это мы научимся программировать, что ли? Ну как информатика, нам же важно, что программирование.
учить детей программированию, да? Здравствуйте. Во всех школах это язык программирования Python проходит. А у нас нет компьютера в школе, как мы будем это делать? Хорошо. Так, смотрите, мы для начала не будем обучать тему какую-то брать, допустим, вот как вы уже озвучили, программирование или, допустим, Word, там, текстовые редакторы. Мы с вами будем учиться правильно себя вести в классе с учениками, то есть создавать благоприятную среду в классе, правильно себя вести, правильно оценивать учащихся. И также не только учеников, но и также, когда вы будете работать со своими коллегами, вы будете уже более лояльно относиться, допустим, к тем же комментариям, критикам, да? И вот нацеливайтесь на то, что вы не будете учить, мы вас не будем учить, сами не будем учиться тому, что какую-то тему преподавать, а именно как это все в классе, то есть благоприятно, как вы сами понимаете слово благоприятная среда в классе. Ну, наверное, когда учитель настроен доброжелательно, наверное, когда детям нравится урок, когда они стараются отвечать, когда они с уроком были довольны и с удовольствием возвращаются на урок к этому учителю. Каким образом вы это создаете? То есть вы как себя ведете, чтобы ученики к вам возвращались на урок? Это какие методы, может быть, вы используете? позитивное поведение. Это, опять же, где-то похвалить ребенка, где-то лишний раз спросить его мнение, возможно дать какую-то работу именно по его уровню развития, потому что уровень в классе разный. Хорошо, да. Еще какие предложения? А почему нужна благоприятная среда на уроках информатики? Там же ученики должны вычислять, главное уметь работать в компьютере. Почему? Всегда, я думаю, что, допустим, то есть вы хотите сказать, то, что мы приходим на урок и просто обучаем, то есть никак мы их не воспитываем, никак не улучшаем их навыки, или вы просто пришли, вот делайте, учите, пишите, сдавайте. Вы таким образом ведете свои уроки? Нет. А как вы? Вы заходите в класс, здороваетесь с учениками, правильно? То есть, здравствуйте, дети, сегодня мы с вами... так делаем. А зачем нам учиться еще? Так, у нас это улучшать, время занимает. учителю всегда нужно улучшать свои навыки, создавать, может быть, вот этот, именно вот вы говорите, что зачем нам учиться, то есть вы хотите сказать, что у вас уже идет фиксированное мышление, да, зачем, я это все знаю, то есть вы хотите сказать, что вы все знаете, и вы хотите оценить себя как высоко, да? Ладно, вот сейчас говорите, Тихо, все. с кем будем сравнивать? Какие критерии для Так оценивания? вот, этот проект именно нацелен на то, чтобы нас правильно, чтобы мы правильно мыслили, чтобы мы мыслили именно не фиксированно, а именно на рост, чтобы мы развивались, и чтобы мы умели создавать в любой ситуации хорошую, благоприятную среду. Так вот, приземленный вопрос, можно я задам? Его всегда все а мы это бесплатно? Вот, ну, обучимся, ладно. А потом работать ходить, это бесплатно? Работать, ходить. В каком смысле? Ну, в смысле ходить, мы будем дальше, да, мы так поняли, что мы тоже потом станем наставниками. Да. И значит, мы будем проводить работу с другими подопечными. Это как будет? Это будет оцениваться, не будет оцениваться. Когда вы обучитесь, Финансово. да, когда вы обучитесь этому проекту, то есть
Мы пока только начали, это начало, мы с вами знакомимся. Я сама еще не знаю, что будет в этом проекте, да. Я только ознакомительную встречу, что мы с вами вместе в одной команде должны работать и эффективно развиться в этом плане, что бы там нам не дали. Но я думаю, что этот проект очень будет полезен для нас, потому что мы получим новые знания, может быть даже старые, но мы их укрепим, да, то есть даже если мы знаем, что мы должны создавать благоприятную среду в классе, но все равно, может быть, нам дадут какие-то новые методы, может быть, новые критерии. Спасибо. Не оцениваем. Нет, не оцениваем. Мы не получили Я ответ на вопрос. как-то интересовалась с этим, сказанным с вами. Вот, я бы хотела научиться таким методам, но какие методы мы будем учиться в этом проекте? Как только я узнаю, какие методы А мы пока должны- что вы тоже не Тоже знаете. не знаю, да. Нам тоже сказали, что мы будем сначала сами, нас будут обучать. Кстати, мы получили рубрику «Течь», вы с ним ознакомитесь, но для начала я должна сама с ним ознакомиться. Но я приблизительно скажу, что там все моменты, которые вы вопросы задавали, да, то, что благоприятная среда обучения, также культура речи, как вы должны общаться с учениками, также как вы будете развивать критическое мышление учащихся, как вы будете их хвалить и так далее. То есть примерно вот такие моменты у нас будут. Но пока я еще сама не знаю, но обязательно, когда узнаю, я с вами поделюсь этим. А у нас есть выбор, мы можем отказаться от этого? Выбор отказаться от этого. Да. Я думаю, что вам всем нужно учиться, и можно сказать, что очень хорошо, что мы попали в этот проект, так как нам вроде обещали, да, то, что у нас будут финансирование в этом плане, то, что вот вы уже сказали, что у вас нету компьютера в школе, да, сказали, что у нас по этому проекту будут новые компьютеры. То есть это и в наших интересах участвовать в этом проекте, не только в том плане, то, что мы будем развивать свои профессиональные навыки, но и также у нас будут стимулировать тем, что не просто так мы участвуем, а что это будет как-то каким-то образом дальше. Дальше. Первый вопрос уже вроде задала, что такое, как вы думаете, что такое культура в классе? Уже Евгения озвучила, да? Это еще раз могли бы повторить? Как вы думаете, что такое культура в классе? Поэтому, когда мы пишем планы, Это придумайте план. вот говорите, как мы будем оценивать наши уроки. Если вы будете оценивать уроки, если у нас там... Я не говорила Вы говорили. оценивать да. уроки. Да. Если вы будете оценивать наши уроки, если там низкий балл получится, или там двойка или тройка, это же повлияет на нашу работу, повлияет на нашу... Мы же будем чувствовать себя неуверенно после вашего оценивания. По поводу того, что оценивание урока, это, во-первых, неправильно звучит, то, что не оценивать, а кодировать уроки, чтобы мы улучшали свои навыки в преподавании. Здесь идут 8 методов, как я поняла уже, да, что мы будем делиться своими идеями, навыками, которые, может быть, улучшат наше преподавание. Ну, у меня к вам вопрос, как, допустим, вы
на своих уроках создаете благоприятную среду? Главное, чтобы ученики не шалились. Ну, я так думаю. Внимательно слушали меня. А как вы это делаете? Ну, во-первых, в начале урока мы всегда записываем правила поведения в классе, да? Вот алтын ереже, золотые правила. Вот. Такого же. В начале урока я... Там идет запись. Вот там все видно. Там не только голос, там видео. В начале урока я использую, чтобы определить, в каком настроении ученики, смайлики. Но я готов, чтобы получить новые знания. Там смайлика, который отображает, да, это. А другой, мне ничего не интересно. У меня другой смайлик, да, другой смайлик. У меня сегодня настроения нету. И вот и все, еще один смайлик, я постараюсь получить больше знаний. И они вот определяют сегодня, какое у них настроение. Даже некоторые ученики выбирают, что у них сегодня нет настроения. Вот можно спросить, почему у тебя нет настроения? А в некоторых случаях я поставляю там видеофутажи, там музыка, цветы, какие-то поздравления. Можно бинаем там сделать какой-то маленький видео и там тоже в слайд вставить. И устанавливаем поведенческие ожидания, просто спросив технику безопасности. А еще в культуре в классе, в начальных классах, вот в 5-6 классах, просто вот золотые правила. Акулай, как вы думаете, как вы создаете благоприятную среду в классе? Ну, я только начала работать, мне помогает мой наставник в школе. Если там она постоянно участвует на моих занятиях, дает комментарии к моим урокам, и я стараюсь улучшить свое поведение, улучшить свои знания. Пока что я не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, но вы все равно стараетесь, да, как-то каждый раз улучшать свои уроки. Спасибо большое за ваши ответы. А вы что бы посоветовали нам использовать еще? Вот Акла не знает. Могли бы ей еще какие-то вот в ходе этого проекта научить ее? Обязательно, но так как у нас сегодня только ознакомительная сессия, мы с вами только, наша цель была с вами познакомиться, узнать друг друга поближе, что вас интересует, что вы ожидаете, да, из этого проекта. Также дальше в будущем мы с вами будем продолжать в этом направлении работать, то есть я буду также делиться. У меня тоже небольшой опыт, как я уже сама сказала вам, потому что я тоже такой же учитель, как и вы, и только начинаю учиться тоже. И тому, чему я научусь, я обязательно с вами буду делиться. У нас будут также сессии с вами, мы с вами будем встречаться онлайн и офлайн. Спасибо всем. Как чувствовала себя? Нам Калзия сейчас расскажет. Давайте. Как Калзия себя чувствовала? У меня самый главный вопрос был этот. Если у вас маленький опыт, как вы можете нас научить? Это было бы... Но вообще-то мы планировали по-другому, а вышло совсем по-другому. Реальность тоже получается так, да? Так, слушаем Калзию. Как она себя чувствовала вот в этой роли и вот здесь вот на этом месте? У меня также я устраивала встречу со своими подопечными, со своими коллегами в первый раз. Но это уже как бы более-менее уже как бы уже более. Вы расскажите про свои ощущения, чувства. Чувства вроде бы, я бы сказала, в принципе, неплохие чувства.
Значит, неплохие чувства. Алане кружится. Стоп, фиксируем. Фиксируем вот это. Что было трудно? Трудно было, допустим, вовлечь их в обсуждение, то есть каждого заинтересовать, спросить, как они ответят. То есть я, допустим, не ожидала таких вопросов для себя, да, то, что почему, зачем и для чего. То есть так как мы учителя, я совсем по-другому ожидала свою встречу со своими подопечными. А как вы ее ожидали? Я думала, что... Нет, нет, в том плане то, что не ожидала, что они сразу все на меня набросятся. Вопросов там много, да. Да, вот. А так, да, вопросы я думала, но я не была готова на такое большое количество вопросов. Калзия, скажите тогда, пожалуйста, вот посмотрите на критерии оценки мини-сессии. Как вы думаете, что у вас получилось? Вот отметьте, что у вас получилось сделать. Вы говорите, что трудно было ответить на вопросы. Мы будем разбираться, почему, на какие вопросы было труднее ответить и почему, да? Скажите, пожалуйста, что у вас получилось хорошо, как вы думаете? Ну, Вовлечь учителей в обсуждение, то есть я с ними... Трудно так было. Так, да. Дальше. Вы сейчас скажите про положительное. Положительно я и говорю, то, что я с каждым смогла вовлечь всех. Так, то есть они были вовлечены, задавать мне вопросы. Еще. Тон меня. Нет, я хочу, чтобы все меня слушали. Слушай, в какой-то степени я смогла определить наши цели, то есть что ожидается от нас, то есть встречу я все-таки смогла организовать, познакомиться с ними, с каждым, что они хотят от меня, от проекта. То есть я думаю, что... Мы потом послушаем других. Так, дальше. Ага, еще что? Вы считаете, что вы определили цель. Коллеги, пожалуйста, давайте внимательно слушать. Потому что в такую ловушку каждый из вас может попасть. Да. Поэтому давайте слушать и будем думать, как выходить из каких-то моментов. Что еще получилось у вас? Вы должны очень четко представлять себе, что получается у вас хорошо, а над чем нужно работать. Сейчас, пусть сначала скажет. Они меня активно слушали. Нет, у нее Откуда вы это увидели? То есть какой был показатель? Показатель то, что они были очень активные, то есть они меня слушали, и к этим моим ответам, то есть они задавали вопросы. Это показатель того, что активны. Да. Так, что еще было? Давайте пока тогда разберем. Что, пожалуйста, что можете сказать, Учулпон? С первого начинаем. Получилось первый критерий? Цель поставила? Но она поставила цель. Какая была цель? Скажите. Частично соответствует. Я вот это вот. Она начала, потом это она перешла. В другую сторону. Да, перешла, да, вот так вот. Цели. Да. По второму критерию активно слушать, у нее это хорошо получилось. Да, перефразировала, да, если да. Задавала конструктивные вопросы. Так, голос, тон, взгляд доброжелательный. Так. Вовлекает учителей в обсуждение, но она пыталась, да? И то, что у нее там это не получилось, она не фиксировала вопрос. Вот и учителя не фиксировали. Да. Теперь вернемся. Задавала конструктивные вопросы. Где вы сильно долго смеялись? Что там получилось? У вас что, хорошее мышление, да? Вот здесь, да. То есть нарушена была этика в данном случае. Тут совсем стоило бы закрыться или наоборот очень вступить в конфронтацию. Какая была самая главная? Что? Где вы прокололись? Как вы думаете? Я буду так говорить, это не критика, но сейчас нам надо вот жестко понять, да? Целью у нас. Да, с целью, с целью, потому что там нужно определить с учителем или с учителями, да? И а еще вопросы. На какой вопрос не ответила, сказала, сама не знаю. Да. Это нам для ресурса, для знаний.
Кто отметил, что не получилось? Давайте. Я знаю, какой вопрос мне ответить. Давай. Я задавала именно насчет рубрики ТИЧ. По каким критериям вы будете нас оценивать? Ага. И я ответ не получила на этот вопрос. Да. То есть четко Конкретности, нужно понимать, да, нам зачем конкретности, ТИЧ. Запишите да. себе тоже это, запишите. Про денежные средства тоже были Да. вопросы. Да. А нас оплачиваться спрашивают обучение? вот об этом. У меня тогда вопрос. Насколько вы уполномочены отвечать на такие вопросы? И Вот куда это вам комиссия тогда будет. отправить учителей? Да. Что это связано с администрацией школы, это связано с проектом, поэтому мы будем говорить сразу границы Да. о содержании наших уроков. Понятно? То есть вот заготовить себе ответы на такие вопросы, на которые вы, во-первых, вы не знаете ответов, во-вторых, вы не уполномочены на них отвечать. Даже по тому, будут компьютеры или нет, нужно очень, да. Смотрите, какая сфера ваших знаний? Это содержание урока и рубрики ТИЧ. Все. Самое главное. Понятно? Да. Поэтому здесь, я думаю, получилось хорошо, когда она говорила о поведении, да, Да. прочего. Да. Пожалуйста, кто еще заметил, на какой вопрос вам нужно больше знаний для того, чтобы ответить на него? Был вопрос про среду. Почему именно со среды мы начинаем? Да? Вот здесь нам нужны знания. Ответ на вопрос. И Колзия его напишет как ресурс туда. Роль среды в улучшении обучения. Вы не смогли ответить на этот вопрос. И сразу сдались. Да? Поэтому все себе пишем это. Почему со среды начинается? И в ТИЧ начинается со среды. Получается, она нам спросила, как мы понимаем, а свое она нам не дала видение, Да. свое видение, как это и что для чего, да? Нам вопросы задали, что это такое, как вы думаете, и как вы обеспечиваете, а вот от нее мы не получили, да? Да. Да. Вообще-то она должна была нам тоже Да. дать... Поэтому пишем этот вопрос в ресурс. Нам это нужно будет в свою дорожную карту, в план нашего профессионального развития, потом изучить этот вопрос. Действительно, да, если, например, ученик приходит и это, ну, у него там какой-то, ну, с кем-то там ругался, да, с одноклассниками, так, настроение плохое, и со всеми он ругается, и с учителем огрызается с учителем, тогда у нас получается плохая... Это поведение. А еще что Да. входит? Что входит в среду, особенно для учителей информатики? И какие существуют аспекты среды? Вы сейчас сказали о психологической среде, а еще есть два аспекта. Гендерные. Учительные отношения. Это все психологическое. У меня сразу вопрос. Можно я? Позитивные речевые формы. А? Нет, сейчас не гадайте. Вот, допустим, как только мы начался проект, нам сказали запланировать встречу со своими подопечными, чтобы с ними познакомиться, просто узнать, ну, как бы, откуда они. И вот до того момента, вот пока у нас проект не начался, я, например, не знала, почему благоприятная среда должна быть на первом месте. И Колзиюш, нет, я сейчас не к вам не претензии. конечно. Просто мы сейчас же собираем, над чем нам самим поработать. Нам нужно больше знаний о благоприятной среде. А вы знали о том, что учитель создает не только психологическую среду, не только ты мой хороший там, и вот да, я тебе сейчас похвалю, что есть еще физическая среда. Я почему сегодня вас сюда привела, как вы думаете? Вы же могли там остаться? Задернуть занавеску? Зачем? Почему? там точно было. Раз, еще Более почему? комфортная ситуация. Мало места, Безопасно. пространство, Да, физическое пространство. А у вас информатика, что еще там должно быть? Компьютер. И третье, еще есть один аспект среды. Мы забросим вам материалы на платформу, которую вы будете изучать. И уже по этому пути, вот в этой ответвленной дорожке, вы пойдете и будете смотреть дальше. О чем еще с учителем говорить? Потому что нам очень важно, почему со среды, почему среда так важна, среда, и что в среду еще входит. Если в аудитории сломанные стулья, поломанные краны в раковине,
Не работает компьютер, Не не работает хочется заходить в этот класс. Вот оно. Да. Эта среда Грязно. развращает. А. Как можно учить каким-то высоким вещам, уважению друг к другу, если нас никто не уважает? Ага. Понятно? Да. Вот, поэтому это один, уже записали, да, в ресурсы, как создавать эту среду. Вот был разговор о том, что да, мы не можем изменить, чтобы у нас были компьютеры, но поставить, все-таки разговаривать об этом, как нам среду сделать так. И что, если у нас не на всех хватает компьютеров с детьми, что может сделать в этом вопросе учитель? Самих себя. Я не зря это говорю, потому что у меня есть опыт такой работы. Когда я приехала работать в село, там были только такие мрачные очень парты стояли, а у меня русский язык и литература. Моя первая специальность вот это. Это уже позже я инновационными методами стала заниматься. И что я впервые... Я пошла просто к завхозу, а мне нужно было, чтобы там было красиво, потому что это искусство я преподаю. И попросила, чтобы мне сделали витринку. Она была такая грубая, витринка такая с этим, куда я помещала картины, куда я помещала открытки. Я выпросила кусочек там бархата у директора, мне дали. Все это было красиво сделано. Потому что мне надо было ребят сельских, это было село, Вовлечь. да, вовлечь во все это, и чтобы они увидели красоту. То есть создание среды очень важно. Если бы я просто говорила вам, это другое дело. Потом, когда я переехала в город, я мечтала о том, чтобы на моем классе, а мне дали такой класс, кабинет дали, и я отвечала. Да, и мы с мужем делали, тогда же не было жалюзи. Мы делали сами. Нет, зачем? Ткань темная, а с обратной стороны я пришивала такие тяжелые мешочки, когда тянешь, чтобы они мешочки с камешками собирал. Все это вручную было делалось. И мечтала о том, чтобы было немного небольшой подиум, сцена, для того, чтобы дети там читали стихи. Понимаете? То есть была мечта создать эту среду. И, конечно, и от этого зависит улучшение обучения. И об этом говорится у исследователей, почему со среды. А почему начинаем со среды, вы об этом почитаете еще, хорошо? Давайте поблагодарим этих Гагарин. Да. А теперь, учитывая все предыдущие ошибки, пойдет вторая группа. Пойдемте. Уже завершим эту сессию сегодня. Я прошу прощения, обед нас, у нас осталось еще 15 минут, мы завершим сегодня. Хорошо? Пойдемте. Не знаю. Но счастье попытаю, да? Да. Вы Кика слушаете? Да. Да. У вас оценка, критерии оценки тоже можно... Пройдете? Да, я. По первой сессии на втором. Нет, первое, все первое. Второе там про другое. Поехали. Так. Здравствуйте, мои дорогие учителя. Я рад приветствовать нас на очередной видеоконференции. На первой, да? Видеоконференции, на которой мы с вами познакомимся немножко поближе и оговорим основные наши цели, темы, цели и задачи сегодняшней встречи. Зовут меня Усенканов. Вы меня все прекрасно знаете, и в краткости небольшой такой приведу примерчик, и чтобы вы за мной также повторили и сказали по первой букве своего имени. Я говорю, что Алазбек, буква А, актуальный. И я хотел бы, чтобы вы, каждый из вас тоже представился так и немножко рассказал о себе. Для начала нашего диалога. Меня зовут Гульвиза. Гуманная. Меня зовут Гульнара, грамотная. Меня зовут Кундуз, Кундуй. От солнца. Солнце. Чулпон. Меня зовут Чулпон. Если мы переведем на русский, это будет меня. Я звезда. Звездная, да? Звездная. Очень приятно, у вас такие красивые у всех имена. И
соответственно, красивые качества, да, которые вы себе выбрали. Так, Спасибо. разрешите я поставлю тему нашей сегодня с вами, наша с вами сегодняшняя встреча будет «Как улучшить качество преподавания уроков информатики». И мне хотелось бы услышать от вас вопросы, которые вас интересуют, которые вы бы хотели задать сегодня мне на нашем с вами уроке, да? Встречи, на нашей с вами встрече. Как вы думаете, какие знания нам понадобятся и будут необходимы для достижения, чтобы мы раскрыли смысл нашей темы и немножко даже чуть попозже я скажу цели. Да? Цели для достижения наших целей и раскрытия данных тем. Вот так правильно. Как улучшить наш урок? Да, как улучшить преподавание, наши знания, да? Ну, я думаю, чтобы лучше преподавать свой урок информатики, мы должны всегда заниматься самообразованием. Потому что информатика не стоит на месте. Мы не как другие предметы. Мы не можем менять свои поурочные планы один раз в 5 лет. Мы должны постоянно работать над собой, постоянно изучать новые программы и постоянно повышать свои качества. Спасибо, Гуля. Компетентность. По одному, по два вопроса можете задать, готовить. А вот как нам учить детей, если у нас нет компьютера в классе? Это вот кабинет. Если нет компьютера в классе, да, хороший вопрос. И второй как? Да, юбилейный клин, да? У нас даже кабинета отдельного нет. Кабинет. Нет кабинетов, да, нет кабинета. Хорошо, хороший вопрос такой для нас. Как привлечь учеников информатики? Привлечь учеников, да? К урокам информатики, да? К урокам информатики. И второй вопрос. Если ученики не хотят учиться информатику, как я должна? Не желаю, да, скажем так, не желаю. И здесь дополнение. Тоже такой же вопрос у меня тоже. Потому что если, допустим, я хочу показать ученикам Photoshop, да, работа с изображением, редактирование, они говорят, да, есть же PixArt, там, телефонные какие-то простые приложения, я там за секунду там сделаю ваше задание какое-то, да? Как использовать, да? Да. Трудности, опять же, вот, привлечение чаще. И Чолпон, да, у нас? А Озбекулай, а почему именно вас выбрали в качестве нашего наставника? Второй вопрос. А как вы сами бы улучшили свой урок? Как вы сами? Сюда записывать. Вопрос на Даже вопрос. еще надо же ответить на это. Какие у нас вопросы, да? Короткие, но очень такие интересные вопросы, да? Так, ну я постараюсь в краткости немножко рассказать вам о том. Начну, наверное, именно с того вопроса, который задала мне Чолпон. Да? Почему именно Вас выбрали. меня выбрали? Да, почему не меня? Да, почему не вас, почему не кого-то другого? Ну, значит, исходя из того, что, как вы знаете, пришел приказ, да, участие учителей информатики в конкурсе, на котором каждый из учителей должен был принять участие, написать краткое эссе, да? И это эссе, соответственно, оценивалось другими, скажем так, другой комиссией, которая, как говорится, не в компетенции, я не могу много об этом сейчас вам тоже говорить и рассказывать. Ну, соответственно, по данному конкурсу мне пришлось участвовать в данном конкурсе от имени нашего района, поэтому я, как говорится, стал ментором
пройдя курс обучения и получив очень хорошую информацию о том, как будут проходить процессы нашей с вами работы, я вам в краткости в дальнейшем буду потихоньку об этом рассказывать и учить вас. Так, и второй вопрос какой был? Почему? Как вы сами будете улучшать свой урок? Сами. Так, и как вы собираетесь нам показывать, да, эти уроки? Ну, соответственно, еще раз хочется повториться и сказать о том, что мы прошли специальный инструмент, обучение специальному инструменту Teach, наблюдение классных уроков. И, соответственно, на основе данного инструмента мы с вами будем посвятим определенное количество времени обсуждению наших с вами уроков. Спасибо. Так. Я получила свой ответ. И самый основной вопрос из всего того, что вы задали, вот я так посмотрел и подумал, оценил, сгруппировал и решил тому, что такие вопросы, как объединил их в одну группу и сделал, вот если вы со мной согласитесь, то мы поставим их за возьмем как за цели нашего с вами сегодняшней встречи. Это благоприятная среда обучения, насколько я понял, да, вот задавались вопросы о компьютерах, о помещении, классе и так далее. Это относится у нас к благоприятной среде обучения. Вот из нашего инструмента есть необходимые сессии и рубрики, которые дают ответ на данный вопрос. Значит, и второй целью мы поставим позитивное отношение, да? Позитивные поведенческие ожидания. Вот я объединил вторую группу ваших вопросов и понял, что вы хотите услышать о позитивных поведенческих ожиданиях, как поступить, улучшить качество нашего образования, как улучшить качество восприятия информации нашими детьми, учениками и, соответственно, понять, какую информацию еще необходимо дать. Во-первых, может быть, взять самому себе чему-то научиться и далее передать эту информацию своим ученикам, детям, ну и, конечно же, своим, может быть, еще и коллегам по работе или же учителям из других предметных областей. Рубрика инструмент Teach и рубрики позволяют нам как раз это сделать. Обратить на это наше с вами внимание. И улучшить качество преподавания в определенной области. Teach, мы будем знакомиться с Teach? С этим инструментом? Я вас ознакомлю с инструментом Teach по ходу нашей с вами дальнейшей работы. Пожалуйста, если мы вопросы. откажемся от проекта, если мы не хотим участвовать? Это вопрос к администрации Да, школы. да. Это вопрос уже к администрации вашей школы, да, и компетентным органам, которые, соответственно, вас уже выставили на эту должность. Да? Спасибо, давайте. Да. Спасибо, Абазбек. Давайте говорить, что вы скажете. Давайте, Дильнура. Спасибо. Знакомство было креативным. Ага, да, И когда Абазбек Агай начал знакомиться, уже внимание менти уже расположилось к Абазбеку Агаю. Уже у них была какая-то связь, но невидимая, но была связь. Давайте сделаем эту связь видимой. За счет чего, Дильнура? Кто увидел? За счет чего вот этот появился тот? Мы себя прям оценили так? Да, оценили, да. На высоком уровне, вот так. Когда Абазбек Агай себя взял в пример и попросил всех сказать, был у них такой связь. Он расположил себя. Да, ой, какой же, ну комментируем. Вот смотрите, да, он прям как бы такие слова нашел, да, вот прям звезды все стали. Да, все звезды. Это называется авансировать
то есть давать авансом заранее. Вы знаете же, что такое аванс? Да. Что вы еще не выполнили работу, а вам да. Авансирует позитивность к вашему к отношению. Это хорошо. Вы можете, Авазбек, выйти, мы сейчас вас хвалить будем. Да, я уже привык к такому. Тихо, слушай, все слушай. Важным была цель. Цель был, краткосрочный цель был и долгосрочный. Когда он ставил краткосрочную цель, казалось, это именно той сессии, которую он проводил. А когда долгосрочный, когда они спросили насчет этого, как вы же спросили насчет птичьей рубрики, и он сказал, это мы будем у нас будет ознакомление по ходу проекта. Спасибо, Дильнура. Кто еще хочет сказать? Что еще заметили? Что еще заметили? Как цель была? Он, основываясь на вопросах своих детей, он определил цель. Именно из вопросов. Цель И основана. не одну цель, а целых два. То есть он разделил на подгруппы, что нужно не только благоприятную среду, но и также позитивное отношение к Вот смотрите, как вышла вот эта тема. Можно ее сказать, мы вообще будем вот благоприятную среду, поэтому был вопрос, а почему именно с этого мы начинаем. А здесь он вышел, но я заметила, что у Авазбека очень хорошее умение категоризировать идеи, то есть объединять их в группы. И вот это, понимаете, дает такое обобщение, которое позволяет выходить на новый уровень. И поэтому цели у нас просто, они вытекли из этого обсуждения. Спасибо вам огромное, Авазбек. Я думаю, что прямо это супер. Он все фиксировал, Фиксировал, заметили, все фиксировал. И еще там бормотал, говорил, так, я пишу, я все пишу. Ага. Дальше, что еще? Конечно, учителей в обсуждение. Вовлекал. Вовлекал. голос, и тон, и взгляд, все был доброжелательный, приятно было слушать и разговаривать, общаться. И комплимент нам сделал. Комплименты, да, это вот авансы. Единственное, никто не заметил, один сомнительное утверждение было там. Никто его не заметил? Заметил. Скажите. Когда кто задавал вопрос, Ага. почему именно вас выбрали? Я задала. Не, ну там утверждение, конкурс прошел. Да. Сказал, я не знаю, почему меня выбрали, так не сказал. Нет, там было еще одно, я записала себе. Можно я тогда скажу? Он сказал, я буду вас учить. А мы с вами говорили, да? Давайте так, мы должны заготовить некоторые фразы. Мы будем вместе учиться. Да, да. Калзии было, я уже тоже заговаривала. У Калзии это было. Мы будем вместе учиться, мы будем обсуждать. То есть прям себе вот эти клише заготовьте, чтобы потихонечку будем от этого избавляться. Уважаемые коллеги, что еще есть? Что скажете? На что обратили внимание? Допустим, я возьму для себя то, что Авазбек Агай с самого начала, вот, допустим, даже по именам, да, это очень хороший такой метод, чтобы как-то расположить. В любом случае, его на любом уроке, даже у учеников, можно использовать, да, если подгруппа, например, чтобы в самом начале как типа игру использовать. Это очень хорошо. Особенно в начале года, да? Да, в начале он вопрос вы задавали, чтобы он каждый от начала имени придумал для себя какой-то девиз. Допустим, я активный. Всегда будешь ты у нас активным учеником. Да? То есть уже как бы мы уже ставим на высокие цели, чтобы он всегда был активным. Спасибо. Еще? Еще кто хочет И высказаться? вот когда Авазбек Агай же начал говорить про это среду обучения, он же еще, почему вот с темой было связано? Мы должны были установить культура урока, благоприятная среда, и насчет этого тоже был вопрос. Он активно слушает и делает Фиксирует, да, делает заметки.
И видите, они выводят на совершенно другой уровень. Да. Одно дело просто прослушать, а другое дело вот это сделать. Вот. Вообще-то молодцы, Да, да. Ну, категоризация – это один из методов развития критического мышления, когда много идей вы объединяете в группы, и тогда смотрите, они, оказывается, связаны, и мы вот это вот видим. Коллеги, мы увидели здесь примеры, образцы хорошей практики. И здесь, где-то лучше, где-то сомнения у нас были. Но это первый наш опыт, и я рада, что он во многом получился. И у вас все получится. Вы учили и teach. Вот там Вазбек еще дал определение teach. Поэтому что такое teach, почему мы должны на него опираться, как он был создан, вот на это тоже посмотреть. Да? Скажите, пожалуйста, что у нас получилось здесь сегодня? Мы много работали, несмотря на то, что вы устали. А над чем нам еще поработать? Просто по одному предложению. Скажите, пожалуйста. И мы завершим на сегодня. Мне нужно работать над формулированием вопросов. Уже там есть этот рисунок. Да. Еще, пожалуйста. То же самое. Эмоции свои сдерживать. Ага. Так, еще, пожалуйста. Нужно уметь задавать конструктивные вопросы. По ситуации. Правильная формулировка. Еще Правильная постановка темы, Да. цели и задач. Умение определять цель. Да. Цель Мы задачи. могли бы навязать тему. Да. Нет, а получилось, что вы Она сами же вышла. подсказали. Она Вы должна сами выйти, подсказали. да, из их темы. Да, Из она этого должна диалога вытекать. выйти. Вы сами подсказали. Коллеги, ну вот смотрите, мы познакомились со многими материалами уже сегодня, да? Скажите, пожалуйста, насколько они были полезны? Может быть, от чего-то нам отказаться и не загружать на платформу? Вот смотрите, у нас руководство для учителя. Нет, все надо, все очень нужно. Не Очень важно, нужно, мы считаем, да, что это критерии оценки, да? даже еще более вот эти, да, это все нам нужно, прям. Мы согласны с тем, что нам Что мы нужно. взяли от тренинга? Мы же заметки делали, что Ну, вы давайте. А, Что взяли из тренинга? сделать презентацию для тоже менти, для менти. Что я буду делать? Вот я же это читала вот это, Так. и познакомиться с ними. Третье, делать заметки, когда читаешь книги. Вот эти отрывки от книги можно использовать, когда ведешь вот тренинги, вот такие мероприятия. Четвертое, можно применить, когда в менте, когда будем работать в менте, ролевой репертуар. Да. Можно с ними поговорить, Да. ваша роль какая и Да. наша роль согласовать. То есть, ради бога, пожалуйста, используйте, да? Пятое, дорожная карта использовать на уроках. Например, ставить цели краткосрочные и долгосрочные. Можно использовать и тоже Да. дорожную Мы для карту. дорожной карты уже собираем, да, и вот ожидания, и для заправки, это парковка для заправки. Это тоже новый приемчик такой, да, когда мы вот эту парковку в течение всего занятия, в течение всего дня пополняем эти вещи. И это можно применять на уроках, на своих уроках, вот при разговоре с менти. Шестое, можно использовать на уроке при объяснении тем, что такое, маркировку. Маркировку, да. Маркировка, да. Можно не все 4 знака брать, 2 знака. Почему именно эти? Почему вот Кундуз там, Кундуз говорила регулярно, что восклицательный знак. Кундуз, по-моему, да, сказала? Восклицательный знак. Не, восклицательный знак просто «ах», вы сказали и все. А все эти 4 значка, это вы беседовали с автором. Его здесь не было. Беседовали с текстом. И вот мне очень понравилась маркировка. Можно текст дать и вот работать. Это метод И развития седьмой, критического мышления. Вот испорченный телефон можно использовать при объяснении темы информации. Да, как передается информация, что с ней происходит. Спасибо, Дильнура, спасибо. Пожалуйста, кто еще, что взяли из тренинга? Что взяли из тренинга?
Можете отметить 1-2. Вот это Зельнура у нас, она пишет так скрупулезно, видно. Все пишет, молодец. Давайте, Чурко. Языковые клещи. Вот это Самое-самое. Опоры. Самое. Строительные леса. Так, еще. Золотая слюня. Метафоры. Они же помогают запомнить. Да, пожалуйста. Притчи, метафоры, мы тоже это можем использовать. Да, и из литературы Зельнура, вот Алиса Старичева. Что еще? Активное слушание. Ага. Хорошо. Образы, метафоры. Я, когда фиксируешь вопросы, это помогает, когда на принятие решения, да? Да, да. Это мне Спасибо. Кто еще скажет? А Авазбек, можете сказать? Вы же сегодня прямо у нас прям звезда. Да, точно. Да он вначале говорил 7 заповедей Авазбека. Он вначале даже сказал. Хорошо, хорошо. Создать благоприятную среду. То, что надо создавать благоприятную среду для обучения и для физическую среду. Даже Самое главное, и психологическую среду. Вот, если мы обратим на это внимание, создадим вот эти среды, то здесь, мне кажется, легче будет. Там еще один аспект есть, не буду открывать. Немножко. секрет. Так. Спасибо. Нет, завтра уже другое будет. Пожалуйста, еще есть комментарии? Или мы на этом завершим? Достичь цели путем можно маленькими шагами. Да. Маленькими шагами. Степ by Видите, step. мы маленькими шагами, много не взяли, и то получилось много. Коллеги, давайте друг друга поблагодарим. У вас прекрасная группа. И у вас хорошие ученики, отличные. Вы отличные учителя и отличные ученики. И у вас все получится. Поэтому я прошу... Давайте поблагодарим. Я прошу вас прощения, что пришлось вот задержать вас.